Представьте себе, Москва, 26 июня 1953 года. Особняк на улице Грановского. Тот самый, где еще вчера до глубокой ночи горел свет в кабинете самого могущественного человека после Сталина. Сейчас там тихо. На столе недопитый стакан боржоми, пепельница, полная окурков, и папка с грифом «Совершенно секретно». Внутри имена. 7 имен. 7 человек, которые знали о Лаврентии Берии больше, чем его жена, больше, чем его сын, больше, чем сам Иосиф Сталин. В исторической литературе их часто называют «Бериевской пятеркой», но на самом деле ближайшее оперативное окружение Берии, осужденное вместе с ним по одному делу, насчитывало 7 человек, включая его самого. Их называли по-разному. Кавказская мафия, Мигрельский клан, но мы для простоты будем говорить о «семерке». Людях, которые составляли личную опору Берии еще со времен Закавказья. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда человек, построивший систему страха, сам оказывается внутри нее, когда палач становится жертвой? Когда тот, кто десятилетиями отдавал приказы об арестах, сам слышит эти приказы в свой адрес. Это как если бы паук, сплетший паутину, вдруг понял, что сам в нее попался. Берия думал, что он хозяин паутины, но паутина оказалась слишком большой, и в ней запутались все. А теперь представьте, в ту самую минуту, когда Берия заходит в кабинет президиума ЦК, его команда разбросана по всей стране. Кто-то в Берлине, кто-то в Тбилиси, кто-то в Москве. Они еще не знают, что их судьба уже решена. Они не знают, что Хрущев уже разослал приказы об их аресте, и что в Кремль уже вошли танки Таманской дивизии. Они еще верят, что их босс непобедим, что он выйдет из любой схватки, что он снова всех переиграет, как переигрывал всегда, в течение 30 лет. Начиная с того самого дня, когда один из них впервые встретил Берию в пыльном Баку. В прошлом выпуске мы рассказывали, как Берия вообще оказался в Москве. Как бедный парень из Мигрельского села, инженер по образованию, превратился в человека, которому Сталин доверил НКВД, атомный проект и судьбу страны. Мы говорили о Нестре Лакобе, человеке, который открыл Берии дверь в Кремль и стал первой жертвой бериевского карьерного роста. Мы рассказывали, как Берия писал книгу о Сталине, как организовывал похороны матери вождя, как избавился от своего благодетеля. Но тогда мы почти не говорили о его команде, о тех людях, которые помогали ему подниматься, о тех, кто делал грязную работу, о тех, кто был его глазами, ушами, руками. И вот теперь мы восполним этот пробел, потому что без них история Берии не полна, как не полна шахматная партия без фигур. Но сегодня мы расскажем эту историю не как сухую хронику, а как драму, с интригами, предательствами, неожиданными поворотами и трагическим финалом. Вы узнаете, почему эти люди, обладавшие колоссальной властью, оказались бессильны перед пулей, и что на самом деле стоит за их молчанием на суде. Был 1919 год. Баку кипел, как перегретый котел. Власть здесь менялась быстрее, чем люди успевали перевесить портреты в кабинетах. Сегодня у руля одни, завтра другие, послезавтра уже третьи. Кажется, единственное стабильное явление в этом городе – это нестабильность. Меньшевики, большевики, азербайджанское правительство, турецкие войска, британские интервенты. Если моргнуть слишком долго, можно проснуться уже в другой стране. Но для Берии этот хаос стал не проклятием, а университетом. Он смотрел на смену властей и делал простой циничный вывод. Идеи умирают быстрее, чем пули, а информация живет вечно. Пистолет может убить одного, деньги могут купить 10, а вот информация могла управлять тысячами. И не просто управлять, она могла предсказывать, кто завтра придет к власти, кто предаст, кто упадет, а кто взлетит. Именно тогда в прокуренных комнатах бакинских окраин Берия понял главное. Не важно, кто правит, важно, кто знает, что правят другие. Именно тогда он начал собирать свою сеть. Не друзей, не соратников, а людей, которые умели молчать. Первым из них был Сергей Гаглидзе. Вопреки распространенному мнению, Гаглидзе не был земляком Берии по Мигрелии. Он родился в 1901 году в селе Корта Рачинского уезда Кутаисской губернии, то есть был грузином, но не мигрелом. В 1919 году ему было всего 18 лет.
поэтому описание их встречи как беседы двух взрослых мужчин – это скорее художественная реконструкция. Их знакомство произошло при странных обстоятельствах. Гаглидзе был сотрудником грузинской контрразведки, той самой, с которой Берия воевал. Берия мог его уничтожить. Но, как следует из его собственной объяснительной записки, написанной в марте 1953 года, он предложил ему работу. Берия смотрел не на форму, а на глаза. А в глазах Гаглидзе он увидел азарт. Тот самый азарт, который Берия видел у себя в зеркале по утрам. И вот здесь остановимся. Представим себе эту сцену. Разумеется, она реконструирована на основе косвенных свидетельств. 20-летний Берия, худой, очкастый, с пронзительным взглядом, сидит в комнате с керосиновой лампой. Напротив Гаглидзе, тоже молодой, но уже в форме сотрудника контрразведки. В воздухе висит напряжение, какое бывает только перед выстрелом или перед судьбоносным решением. Они смотрят друг на друга. Берия знает, что Гаглидзе может его выдать. Гаглидзе знает, что Берия – большевик. Если кто-то из них моргнет, все кончено. Но Берия не моргает. Он смотрит в глаза Гаглидзе и видит там не страх, не ненависть, а любопытство. То самое любопытство, которое позже, в 1953 году, Гаглидзе опишет в своей объяснительной записке Берии, документе, где он признается: «В глубине души я никогда не верил, что в Личсану при Кремле существовала и организованно действовала террористическая группа». Гаглидзе устал от хаоса. Он хочет порядка. Он хочет, чтобы кто-то сказал ему: «Делай так, и все будет хорошо». Берия становится этим кем-то. В этом и заключался его гений, или его дьявольщина. Он не просто вербовал людей, он давал им то, чего им не хватало. Гаглидзе не хватало определенности, и Берия дал ему ее в обмен на жизнь. По одной из версий Берия сказал ему: «Я дам тебе власть». Возможно, так звучало его предложение. Не ту, которую ты можешь взять с оружием в руках, а ту, которую ты можешь получить, если будешь знать, что говорят другие, знать больше других, понимать, что они задумали еще до того, как они сами это поймут. Гаглидзе соглашается. Он еще не знает, что эта сделка стоит ему жизни. Через 34 года его расстреляют, вместе с другими 6 членами «семерки» по одному из самых засекреченных дел советской истории. За то, что он слишком хорошо знал, о чем говорят другие. За то, что он слишком хорошо молчал. И вот важный момент. Гаглидзе станет тем человеком, который в 1952 году будет расследовать дело врачей. То самое дело, которое Сталин начал, подозревая, что его хотят отравить. Как свидетельствует доклад генерального прокурора СССР Р.А. Руденко от 27 ноября 1953 года, именно Гаглидзе руководил следствием по этому делу, и его действия впоследствии стали одним из пунктов обвинения. Мы еще вернемся к делу врачей позже, потому что оно сыграет роковую роль в судьбе всей команды. Пока Гаглидзе работал в Баку, в Тбилиси происходило другое знакомство. Всеволод Меркулов, потомственный дворянин, сын капитана царской армии, служил в Закавказской ЧК. Он был белой вороной, в ЧК таких, как он, почти не было. Он окончил гимназию с золотой медалью и 3 курса Ленинградского университета. По меркам того времени это был академик среди неграмотных чекистов. Берия прочитал статью Меркулова в сборнике «Чекисты 1 мая» и понял: перед ним грамотный человек, которому не хватает покровительства. Берия стал его приближать. Меркулов быстро пошел в гору. Но вот ирония, Меркулов был из дворян, его отец служил царю, а он пошел в ЧК, организацию, которая уничтожала дворян. Как это вообще произошло? Как человек, который должен был быть врагом большевиков, стал их лучшим сотрудником? А вот как. Как полагают биографы, Меркулов был прагматиком. Он увидел, что большевики победили. Он решил, что лучше быть с победителями, чем с проигравшими. Он пришел в ЧК и сказал: «Я могу быть полезен, я умею анализировать, я умею писать, я умею думать». И его взяли. Берия оценил Меркулова именно за это, за прагматизм, за готовность работать на любую власть, которая есть сейчас. Такой человек не будет сомневаться, возможно, думал Берия. Он будет выполнять приказы, потому что приказы — это его работа. Но Берия ошибался.
Меркулов не был беспринципным, он был просто умным, он видел, куда дует ветер. И когда ветер переменился в 1953 году, Меркулов оказался на другой стороне. Что хотел получить Берия от Меркулова? По мнению некоторых историков, Меркулов должен был стать аналитиком команды. Тот, кто перерабатывает сырую информацию, полученную Гаглидзе, в отчеты, которые можно подавать в Москву. Меркулов был мозгом операции. Он умел систематизировать, анализировать, делать выводы. Без него вся разведка была бы просто грудой фактов. Но Меркулов был не просто аналитиком. Он был тем, кто непосредственно докладывал Берии о ходе разведки по атомному проекту. Как свидетельствует письмо Меркулова Берии от 17 августа 1945 года, он регулярно направлял своему шефу разведывательные материалы по ядерной проблематике. Документ, который сегодня хранится в Центральном оперативном архиве ФСБ России. Он был тем, кто писал речи Берии. Когда Берия перешел на партийную работу, ему часто приходилось выступать. Меркулов, который увлекался литературным творчеством, взял на себя функции спичрайтера. В 1940 году он даже написал брошюру о Берии «Верный сын партии Ленина-Сталина». Берия, естественно, брошюру одобрил, хотя и не афишировал свое авторство. И вот еще один поворот. Меркулов в 1953 году на допросах будет говорить, что Берия заставлял его писать хвалебные статьи, что он боялся отказаться, что он был заложником системы. Насколько эти показания соответствовали истине, судить сложно, ведь они были даны, возможно, под давлением. Но при этом на суде он не просил пощады. Как записано в протоколе, Меркуловым, как и другими обвиняемыми, были заявлены лишь несущественные ходатайства. Он молчал, и его расстреляли. Третье знакомство состоялось тоже в Баку. Владимир Деканозов, как и Берия, был выходцем из Азербайджана. Он учился на медицинском факультете, но бросил учебу и пошел в ЧК. Летом 1921 года он был назначен уполномоченным отдела по борьбе с бандитизмом азербайджанской ЧК. Там его и заметил Берия. Берия быстро оценил Деканозова. В декабре 1922 года Деканозов стал начальником секретно-оперативной части грузинской и закавказской ЧК. В конце 1932 года Берия сделал его секретарем ЦК Компартии Грузии по транспорту, затем наркомом пищевой промышленности, а потом председателем республиканского госплана. Деканозов должен был стать лицом команды. Тот, кто работает на публику. Тот, кто умеет вести переговоры, улыбаться, убеждать. Берия знал, для больших дел нужны не только чекисты, нужны дипломаты. Нужны люди, которые могут говорить с врагами на равных. И вот здесь еще один парадокс. Деканозов был тем, кто в 1937 году привез из Москвы гроб матери Сталина на похороны в Тбилиси. Этот факт упоминается в мемуарах, хотя документальных подтверждений его непосредственного участия в транспортировке найти не удалось. Мы подробно рассказывали об этом в прошлом выпуске, о том, как Берия организовывал похороны, как нес гроб и произносил траурную речь. Но мы не говорили, кто именно привез гроб из Москвы. По некоторым данным, это был Деканозов. Он лично сопровождал тело матери вождя. Он лично обеспечивал, чтобы похороны прошли достойно. И за это Сталин запомнил его. Запомнил как человека, которому можно доверить самое личное, самое сокровенное. Но когда Деканозова арестовали в 1953 году, он не просил о помиловании. В отличие от некоторых других обвиняемых, Деканозов, как свидетельствует доклад генерального прокурора, никаких ходатайств не заявил. Он не говорил «я же нес гроб вашей матери, товарищ Сталин». Он молчал, быть может потому, что понимал всю тщетность любых слов перед лицом системы, которую сам помогал создавать. В системе, построенной на страхе, личные заслуги ничего не значат. Значит только то, что ты друг или враг. Деканозов оказался врагом. А теперь представьте себе другую сцену. 1940 год. Деканозов, уже посол в Берлине, сидит напротив Гитлера. Фюрер улыбается. Деканозов улыбается в ответ. Они говорят о мире, о сотрудничестве, о том, что война не нужна. Гитлер врет. Деканозов знает, что тот врет. Историки подтверждают, что Деканозов был одним из немногих советских дипломатов, кто напрямую контактировал с верхушкой Третьего Рейха. Но он продолжает играть, потому что это его работа, потому что за его спиной Берия.
а за Берией – Сталин. И если он ошибется, его расстреляют. Не Гитлер. Свои же. Деканозов был мастером двойной игры, но в 1953 году он проиграл, потому что двойная игра возможна только тогда, когда есть две стороны. А когда стороны слились в одну, когда Берию захотели убить все, двойная игра перестала работать. Четвертый член команды – Богдан Кабулов. В некоторых источниках ошибочно пишут Кабулов. О его знакомстве с Берией сохранилось мало информации. Известно, что Кабулов, как и Гаглидзе и Деканозов, прошел школу закавказской ЧК. Он был армянином по национальности, родился в Тифлисе. Он был одним из тех, кого Берия вырастил сам. Кабулов был работягой, человеком, который делал грязную работу, не задавая вопросов. Он управлял ГУЛАГом, строил дороги, заводы, каналы, однако его роль не следует преувеличивать. ГУЛАГ был сложной бюрократической машиной, и Кабулов был одним из многих начальников, хотя и приближенных к Берии. Именно Кабулов был тем, кто обеспечивал трудовой ресурс для сталинских строек. Но у Кабулова была слабость. Он любил деньги. По некоторым данным, за годы работы в лагерях он сколотил состояние, о котором в Москве предпочитали не говорить. Берия знал об этом. И, как утверждают мемуаристы, часто говорил подчиненным: «Кабулова не трогайте. Пока он ворует, он наш». Цинично? Да. Но именно так держали систему на крючке. Давали воровать, чтобы было что предъявить в любой момент. Но вот вопрос: почему Берия терпел вора в своей команде? Ответ, который дают историки, прост. Кабулов был нужен. Он был одним из тех, кто мог управлять лагерной системой так, чтобы заключенные работали, чтобы стройки шли по плану. Без таких людей ГУЛАГ мог взорваться. Берия это понимал. Он закрывал глаза на воровство, пока Кабулов был полезен. Но 1953 год все меняет. Когда Берию арестовывают, Кабулова арестовывают на рабочем месте. На следствии, в отличие от некоторых, Кабулов никаких ходатайств не заявил. Он знает, в его папке достаточно компромата. Если он начнет спорить, ему предъявят счета, документы, показания. Он будет молчать, потому что знает, любое слово будет использовано против него, и его расстреляют. И вот еще один поворот. Кабулов на суде будет вести себя тихо. Он признает вину. Он скажет: «Да, я воровал. Да, я выполнял приказы. Да, я виноват». Он не будет просить пощады. Он будет ждать приговора. И когда 23 декабря 1953 года в 19:50 по московскому времени в бункере штаба Московского военного округа будет приведен в исполнение приговор, никто не заплачет. Потому что вор, даже в системе страха, не вызывает сочувствия. Пятый член команды, Лев Владимирский, появился позже остальных. Знакомство Владимирского с Берией произошло в 1938 году, когда Берия пришел в НКВД. Ему нужны были молодые, энергичные, беспринципные. Владимирский подходил идеально. Владимирский имел репутацию аполитичного человека. Он не интересовался идеологией, не читал Маркса, не верил в коммунизм. Ему было все равно, его интересовала только работа. При этом он избегал участия в политических делах, считая их небезопасными. Но когда Берия приказал, он выполнял. Задача Владимирского была самой страшной. Он должен был чистить систему, выявлять врагов, допрашивать их, добиваться признательных показаний. Он был хирургом, который резал по-живому. И он был лучшим. Но вот парадокс. Владимирский не был садистом. Он не получал удовольствия от пыток. Для него это была просто работа. Он даже не любил кровь. Но он делал свое дело. Возможно, потому что считал, что иначе система рухнет. Возможно, Потеншал, что знал, если он откажется, его заменят, а его методы на еще более жестокие. Владимирский вел следствие по Ленинградскому делу, по делу Четвертого Рейха, по делу Абакумова и Рюмина. Именно он допрашивал тех, кого потом расстреливали. И именно он потом оказался на месте своих жертв. На суде Владимирский вел себя дерзко. Согласно протоколам, он заявил, что считает процесс незаконным и отказался от дачи показаний. За это его лишили последнего слова. Судья объявил: за неуважение к суду.
Владимирским были заявлены некоторые несущественные ходатайства, сухо констатирует доклад прокурора. Но самое интересное, после казни в деле Владимирского появились подложные показания. Оказалось, что один из главных свидетелей давал показания, возможно, под давлением. Следователи Хрущева, по некоторым данным, истязали его жену на глазах, пока он не подписал все, что от них требовали. Это обстоятельство породило сомнения в законности всего процесса, однако официального пересмотра дела не последовало. До сих пор мы говорили о 5 подручных Берии, но на самом деле их было больше. Шестым и, пожалуй, самым загадочным членом этой когорты был Петр Мешек, заместитель Берии в МВД. Мешек родился в 1910 году в селе Цнори, Грузия, и, как и многие из команды, был выдвиженцем Берии. Он начал карьеру в органах Закавказья, затем в 1938 году вместе с Берией перебрался в Москву. Мешек быстро рос в должности. В 1941 он стал начальником управления особых отделов НКВД, а в 1945 первым заместителем министра внутренних дел. Его главной задачей было курирование следственных органов и особых отделов в армии. Именно Мешек отвечал за репрессии внутри вооруженных сил, за чистку офицерского корпуса. В отличие от Владимирского, который работал с политическими делами, Мешек специализировался на военной контрразведке и борьбе с антисоветским подпольем в армейской среде. После войны Мешек участвовал в организации Ленинградского дела и дела Абакумова. Его имя постоянно мелькает в протоколах допросов, но сам он всегда оставался в тени. Лишь в 1953 году, когда Берия был арестован, Мешек, в отличие от других, попытался бежать. Он выехал в Тбилиси, надеясь укрыться у родственников, но был задержан уже через 2 дня. На следствии Мешек, как и его товарищи по «семерке», заявил несущественные ходатайства, признал вину и был расстрелян в один день с остальными. Его роль в команде – это роль силовика, человека, который обеспечивал дисциплину не только среди заключенных, но и среди самих чекистов. Историки отмечают, что Мешек был одним из немногих, кто имел прямой доступ к Берии без посредников. Здесь мы подходим к вопросу, который часто остается за кадром. Почему Берия, строивший систему на тотальном недоверии, формировал команду в первую очередь из выходцев с Кавказа, а не из великороссов? Почему среди ближайших соратников оказались Гаглидзе, Деканозов, Кабулов, Мешек, люди, связанные с ним не только службой, но и происхождением? Берия по рождению был мегрелом, представителем супэтнической группы грузинского народа, веками проживавшей в западной части Грузии. Однако, как мы уже выяснили, не все его соратники были мегрелами. Гаглидзе, например, родился в Рачинском уезде, Кабулов был армянином, а Владимирский – русским. Тем не менее, кавказское происхождение играло важную роль. В условиях сталинской системы, где клановость и личная преданность значили не меньше, чем партийная дисциплина, землячество становилось дополнительным цементом, скрепляющим команду. Берия прекрасно понимал, люди, связанные общим детством, общим языком, общими традициями, реже предают друг друга. Не потому, что они лучше или хуже других, а потому, что в их среде действуют иные законы, законы взаимной ответственности, которые не записаны ни в одной партийной инструкции. Сам Сталин, прекрасно осознававший силу земляческих связей, использовал этот фактор против Берии. В ноябре 1951 года он инициировал так называемое Мингрельское дело, политический процесс, направленный против руководящих работников Грузии, выходцев из Мигрелии. По личному поручению Сталина это дело, направленное против Берии, курировал первый секретарь ЦК Грузии Акакий Мгеладзе. Ряд партийных и советских руководителей Грузинской ССР, в том числе соратников Берии, обвинялись в создании Мингрельской националистической группы с целью подготовки ликвидации советской власти с помощью зарубежных империалистов. Сталин лично курировал расследование и, как вспоминал Сергей Хрущев, недвусмысленно советовал следователям: ищите Большого Мингрела. Берия был для него не просто опасным соперником, но воплощением клановой угрозы, которую следовало выжечь каленым железом. Однако было бы упрощением сводить все к национальному вопросу. По мнению историков, Берия собирал команду не по этническому признаку как таковому, а по принципу личной проверенности.
Он приближал тех, с кем прошел огонь, воду и медные трубы гражданской войны, бакинского хаоса, закавказских чисток. Они были его кадровым резервом, людьми, которые не просто работали на него, но были обязаны ему карьерой, а значит и жизнью. В 1938 году, получив пост главы НКВД, Берия провел полномасштабную чистку руководства и отдал ключевые должности своим соратникам из Грузии. Это был не национализм, а прагматизм высшей пробы. Ему нужны были люди, на которых можно положиться в схватке за власть. И он положился. И, как показывают события 1953 года, не ошибся в их лояльности. Никто из «семерки» не пошел на сделку со следствием ценой предательства, хотя некоторые давали показания, возможно, под давлением. Но в этой стратегии был один изъян. Берия не учел, что землячество не защищает от пули. Когда система рушится, клановые узы перестают работать, потому что враги у Берии были не из Мигрелии, они были из Кремля. А там клановость работала по-другому. Там решал не язык, а пистолет. И в 1953 году пистолет выиграл. А теперь представьте себе, 1937 год, разгар большого террора. По всей стране идут аресты, люди исчезают тысячами. Именно тогда умирает мать самого могущественного человека Советского Союза, Екатерина Геладзе, мать Сталина. Сталин не приезжает на похороны. Он боится покинуть Москву. Слишком много вокруг тех, кто только и ждет ошибки. Все похороны организует Берия. Он несет гроб, он произносит траурную речь. Он делает так, чтобы смерть матери Сталина не стала главной новостью страны. Кто помогает Берии на этих похоронах? По некоторым свидетельствам, Деканозов лично привозит гроб из Москвы в Тбилиси. Гаглидзе организует охрану. Меркулов готовит информационные материалы. Кабулов обеспечивает транспорт. Владимирский следит, чтобы никто из нежелательных элементов не появился на церемонии. Мешек в то время был еще молод и, вероятно, выполнял поручения второго плана. В этот момент команда работает как единый организм. Каждый знает свою роль. Каждый выполняет свою задачу. Берия может быть спокоен. Но он не чувствует благодарности. Он чувствует власть. Власть над людьми, которые готовы делать для него все. Власть над системой, которая подчиняется его воле. И в этот момент он думает: если я могу так легко организовать похороны матери вождя, что я могу еще? И вот важный момент. Именно эти похороны, как полагают многие биографы, стали для Берии билетом в Москву. Через год его назначат главой НКВД, и он возьмет с собой всех 6. Они поедут в Москву. Они будут строить новую систему, и они будут умирать вместе. Через 15 лет. 1939 год. Берия останавливает большой террор. Цифры поражают. Количество расстрелов падает в 100 раз. На свободу выходит 200 тысяч человек. В чем заслуга команды? Гаглидзе проводит ревизию дел, выявляет сфальсифицированные обвинения. Меркулов готовит отчеты, доказывающие Сталину необходимость сокращения репрессий. Деканозов вступает в переговоры с жертвами предыдущих чисток. Кабулов разгружает лагеря. Владимирский уничтожает сфабрикованные дела. Мешек координирует действия военных следователей. Каждый работал на своем участке, но Берия держал все под контролем. Он знал, если действовать быстро и слаженно, Сталин не будет возражать. В конце концов, он сам дал команду притормозить. И вот парадокс. Те самые люди, которые создавали систему репрессий, теперь ее демонтировали. Ненадолго, но факт остается фактом. Представьте себе эту ситуацию. Гаглидзе, который еще вчера подписывал приказы об арестах, сегодня освобождает людей. Кабулов, который вчера отправлял заключенных в лагеря, сегодня открывает ворота. Владимирский, который вчера добивался признательных показаний, сегодня уничтожает сфабрикованные дела. Что они чувствуют? Гордость? Стыд? Или просто облегчение, что все закончилось? Может быть, они понимали, что репрессии зашли слишком далеко. Может быть, они надеялись, что теперь система изменится, что они смогут строить новое общество. Без страха, без крови. Но они ошибались. Репрессии не закончились. Они просто стали точечными.
И в 1953 году, когда Берия попытается остановить систему окончательно, его команда окажется под ударом. Но здесь, в 1937 году, мы должны сделать паузу и вспомнить того, кто открыл Берии дверь в высшую лигу – Нестора Лакобу. Мы уже говорили о нем в прошлом выпуске, но сейчас важно вернуться к этой истории, потому что без нее не понять механику бериевской преданности. Лакоба был старым большевиком, героем гражданской войны, председателем Совнаркома Абхазии. Именно он в 1920-х годах приметил молодого Берию, потянул его за собой, дал ему должности, прикрывал его, когда тот ошибался. Лакоба верил в Берию как в преемника, он называл его «мой мальчик». Он защищал его перед Сталиным, он сделал все, чтобы Берия оказался в Москве. А чем ответил Берия? В 1936 году он подписал ордер на арест Лакобы. Согласно официальной версии, Берия лично допрашивал его, лично добивался признательных показаний и лично отправил своего благодетеля к стенке. И когда Лакобу расстреляли, Берия пришел к его вдове и сказал: «Я ничего не мог сделать, это приказ Сталина». Однако многие историки сомневаются в достоверности этого эпизода. Возможно, Берия действовал не по своей инициативе, а выполняя волю Сталина, который уже тогда подозревал Лакобу в оппозиционности. Так или иначе, гибель Лакобы стала страшным уроком для всей команды. Любой, кто становится слишком близким, рискует быть уничтоженным. И вот здесь ключевой момент. По одной из версий, Берия убил Лакобу не потому, что ненавидел его, а потому что любил власть больше, чем дружбу. Он показал Сталину: «Я готов убить даже того, кто меня вырастил. Я предан только вам». И Сталин поверил. А команда, которую Берия собирал потом, знала эту историю. Они знали, что если они станут слишком опасными, их ждет та же участь. Поэтому они молчали. Поэтому они не предали. Или, по крайней мере, не пытались спасти себя ценой друг друга. Ведь они видели, что случается с теми, кто становится слишком близким. А теперь остановимся на минуту. Мы прошли путь от Баку до Москвы, от 1919 года до 1941. Мы увидели, как Берия собирал свою команду, как они строили систему, как останавливали террор и как воевали. Но есть в этой истории один человек, который появляется в самом начале пути Берии и исчезает задолго до его падения. Человек, который мог поставить точку в карьере Берии еще в 1921 году, когда тот был никем. Его звали Феликс Дзержинский. Жизненные пути Дзержинского и Берии перекрестились в 1921 году, когда председатель ВЧК выписал ордер на арест Берии за злоупотребление властью и многие нарушения норм законности в азербайджанской ЧК. Согласно воспоминаниям Якова Березина, секретаря Московской ЧК, в декабре 1921 года Дзержинский вызвал его и вручил ордер на арест Лаврентия Берии. При этом Феликс Эдмундович пояснил, что член коллегии ВЧК Михаил Кедров написал докладную, в которой имелись факты о провокаторской деятельности Берии, ответственного работника азербайджанской ЧК. В чем же конкретно обвиняли Берию? Кедров, проводивший инспекционную поездку по местным отделениям ЧК, добрался до Баку и обнаружил там вопиющие безобразия – мздоимство, растраты, злоупотребления. Позже в своих воспоминаниях Кедров писал, что Берия за взятки отпускал виновных на свободу, а невиновных репрессировал. Именно за мздоимство собирались судить Берию, а не за службу в мусаватистской разведке, как утверждали распространившиеся много лет спустя слухи. Для задержания и ареста Берии был назначен наряд из 4 чекистов. Ни старший по наряду, ни 3 бойцов не знали, кого они должны арестовать. Однако за несколько часов до прихода ночного поезда из Баку Дзержинский вновь вызвал Березина, сказал, что арест Берии отменяется, попросил сдать ордер и резко порвал его. «Что случилось?» – спросил Березин. Позвонил Сталин и, сославшись на поручительство Микояна, попросил не принимать строгих мер к Берии, ответил Дзержинский. Докладная Кедрова осталась у Дзержинского. В аппарате ЧК она не была зарегистрирована, и дальнейшая ее судьба неизвестна. Берия в ту ночь не прибыл в Москву.
Однако здесь кроется важная деталь. Сталин познакомился с Берией только в 1924 году. Выходит, что ходатайствовал за Берию не сам Сталин, а Микоян, который знал будущего всесильного наркома с 1919 года. Именно Микоян был тем человеком, который заметил молодого чекиста в Баку и оценил его способности. Почему Микоян заступился за Берию? По одной из версий, Берия был его агентом. В те годы Микоян уже был крупной фигурой в Закавказье, и ему нужны были толковые люди. Берия был толковым. Микоян не хотел терять такой ценный кадр. По другой версии, Кедров требовал от местных чекистов отступного, а в Азербайджане ему ничего не дали. И тогда у Багирова и Берии отыскался и национализм, и разложение, и весь малый упаднический набор. Дзержинский, узнав о художествах старого большевика, ордер порвал, а Кедрова из ВЧК выгнал. Как бы там ни было, одно очевидно. В 1921 году Берия был на волосок от гибели. Если бы Дзержинский не разорвал тот ордер, история Советского Союза могла бы пойти совсем по-другому. Не было бы Бериевской семерки, не было бы атомного проекта, не было бы 100 дней реформ, не было бы и той страшной системы, которую Берия потом довел до совершенства. Дзержинский умер в 1926 году от сердечного приступа, прямо на заседании Политбюро. Берия в то время только начинал свой путь наверх. Но в 1953 году, когда Берия уже был арестован, в его деле всплыла история с ордером. Следователи Хрущева нашли докладную Кедрова и поняли, Берия с самого начала был нечист на руку. Почему Дзержинский не стал преследовать Берию после 1921 года? Может быть, потому что Дзержинский верил в идею, а Берия был для него просто инструментом. Дзержинский создал ВЧК как организацию людей с чистой совестью. Он говорил: «Мы, коммунисты, должны жить так, чтобы широчайшие массы трудящихся видели, что мы, не дорвавшиеся к власти ради личных интересов каста, не новая аристократия, а слуги народа». Берия был полной противоположностью этому идеалу. Он был прагматиком, он не верил в идеи, он верил в власть. Но Дзержинский, возможно, не хотел верить в то, что в его системе появился такой человек. Или у него не было времени разбираться, или он знал, что Берия – фигура мелкая, и не стоило тратить на него силы. Однако сегодня многие исследователи сходятся во мнении, что эта история с ордером – лишь одна из многочисленных легенд, окружавших Берию. В архивах нет прямых доказательств, что такой ордер существовал, и некоторые историки прямо заявляют, что никакого ордера на арест Берии никогда не существовало. Как бы там ни было, Дзержинский ушел, а Берия остался, и построил систему, о которой Дзержинский, возможно, даже не мог помыслить. А в 1953 году, когда Берия лежал в подвале штаба Московского военного округа, он, возможно, вспомнил тот день, когда Дзержинский разорвал ордер. И подумал, а что если бы он не разорвал его? А теперь небольшой перерыв в нашем расследовании. Если вы досмотрели до этого места, значит, вам действительно интересна эта темная и запутанная история. Поддержите наш проект, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А в комментариях напишите, как вы думаете, если бы Дзержинский не разорвал тот ордер в 1921 году, изменилась бы история СССР? А теперь продолжим. Теперь мы подходим к самому темному и запутанному эпизоду в карьере Гаглидзе и, возможно, всей команды. Дело врачей от 1952 до 1953 годов. Это не просто судебный процесс. Это операция, в которой Берия и его подчиненные играли в покер со смертью. И ставкой была не просто жизнь нескольких врачей. Ставкой была власть в Кремле после смерти Сталина. Дело началось не с Берии. Его инициировали Игнатьев и Рюмин, люди из лагеря Маленкова, которые хотели подорвать позиции Берии. Они обвинили группу кремлевских врачей в том, что те, по заданию западных спецслужб, убили Жданова и готовили покушение на высшее руководство. Это был классический заговор врачей, страшная сказка, которую Сталин проглотил, потому что он уже боялся смерти. Берия не мог остановить дело, но он мог его контролировать, и он поставил во главе следствия Гаглидзе.
Почему именно Гаглидзе? Потому что Гаглидзе был его человеком до мозга костей. Историки полагают, что Берия хотел иметь возможность влиять на ход следствия, не вступая в прямую конфронтацию со Сталиным. Гаглидзе, по некоторым данным, получил негласное указание. Дело должно идти, но не должно выйти из-под контроля. Что это значило на практике? Гаглидзе должен был создать видимость масштабного заговора, но при этом не допустить, чтобы под удар попали люди, которых Берия хотел защитить. Он манипулировал сроками, затягивал допросы, терял отдельные документы, так, чтобы Сталин был доволен, но чтобы Берия мог в любой момент остановить процесс, когда станет опасно. И Гаглидзе, как считается, справился с этой задачей. В своей объяснительной записке от 26 марта 1953 года он писал: «Никто из арестованных сговора между собой не признавал, преднамеренное вредительство отрицал, а названные Виноградовым вовсе Коганом шпионские связи обрывались на умерших лицах». Он вел допросы, добивался признаний, но одновременно тормозил финальное решение. Однако следует подчеркнуть, все эти выводы строятся на косвенных уликах и мемуарах участников событий. Прямых документальных подтверждений того, что Гаглидзе намеренно саботировал дело, нет. Историки до сих пор спорят, был ли он агентом Берии в этом процессе или просто исполнителем, пытавшимся угодить и Сталину, и своему патрону. Когда 5 марта 1953 года умер Сталин, Гаглидзе, видимо, вздохнул с облегчением. Он, возможно, надеялся, что теперь дело закроют, что Берия победит, что он спасен. И действительно, 4 апреля 1953 года Берия официально прекратил дело врачей. Все арестованные были освобождены, а Рюмин арестован по личному распоряжению Берии. Но Гаглидзе ошибся. Через 100 дней его арестуют. И на допросах ему предъявят именно дело врачей, как доказательство того, что он манипулировал следствием, возможно, под давлением. Ирония судьбы. Гаглидзе старался спасти Берию, а в итоге это дело стало одним из главных пунктов обвинения против него самого. Представьте себе, человек, который сидел в кабинете и решал судьбы врачей, сам через год окажется на скамье подсудимых. Человек, который выбивал признания, сам будет вынужден подписывать показания под давлением. Это не просто трагедия. Это горькая сатира. Это злая шутка истории, которая смеется над теми, кто думал, что они управляют ею. Война меняет все. Команда Берии разбрасывается по разным направлениям. Меркулов становится главой внешней разведки. Его задача — добывать информацию о планах Германии, а затем о ядерных разработках союзников. Именно Меркулов 17 августа 1945 года направил Берии письмо с разведывательными материалами по атомному проекту. Он создает сеть агентов, которая работает по всей Европе. Именно его люди сообщают о готовящемся нападении в 1941 году. Сталин не верит, но Меркулов продолжает работать. Деканозов становится послом в Берлине. Его задача — попытаться предотвратить войну или хотя бы выиграть время. 22 июня 1941 года Деканозов встречается с Риббентропом. Тот вручает ему ноту об объявлении войны. Деканозов пытается спорить, ему указывают на дверь. Гаглидзе руководит контрразведкой. Его задача — обеспечивать безопасность тыла. Он выявляет диверсантов, шпионов, предателей. Его работа невидима, но без нее победа была бы невозможна. Кабулов отвечает за ГУЛАГ. Его задача — обеспечивать рабочую силу для военных заводов. Заключенные строят дороги, заводы, аэродромы. Тысячи людей работают на победу, ценой собственной жизни. Владимирский в тылу ведет следствие по особо важным делам. Он допрашивает немецких агентов, выявляет шпионские сети. Его методы остаются прежними, но теперь это дело государственной важности. Мешек курирует особые отделы в действующей армии, отвечает за фильтрацию бывших военнопленных и борьбу с предателями Родины. Каждый из них работает на победу. Каждый из них верит, что после войны их ждет награда. Каждый ошибается. Но вот еще один поворот. Во время войны «семерка» работает не только как команда, но и как конкуренты. Каждый хочет показать себя перед Сталиным. Каждый хочет получить больше власти. И Берия поощряет эту конкуренцию. Он знает, если они конкурируют, они не объединятся против него. Они будут бороться друг с другом, а он будет стоять над ними.
как дирижер над оркестром. После войны начинается новый этап. В 1943 году НКВД был разделен на НКВД и НКГБ, а в 1946 году оба наркомата были переименованы соответственно в МВД и МГБ. Берия оставался главой МВД, а Меркулов – МГБ до 1946 года, когда его сменил Абакумов. Команда Берии снова работает как единый механизм, но уже в новых ведомствах. Меркулов становится министром государственной безопасности. Его задача – контролировать разведку и контрразведку. Но в 1946 году он теряет пост из-за интриг Абакумова. Берия использует этот момент, чтобы ослабить Меркулова и показать, что даже правая рука может быть заменена. Однако сам Берия не мог полностью защитить Меркулова, так как Сталин поддерживал Абакумова. Деканозов возвращается в Москву. Он работает в МИДе, но Берия держит его при себе. Деканозов становится связанным между Берией и внешним миром. Через него идет самая деликатная информация. Гаглидзе руководит контрразведкой. Но в 1951 году его сплавляют в Узбекистан. Берия не может его защитить. Он пытается, но Игнатьев оказывается сильнее. Гаглидзе едет в Узбекистан, но возвращается через год. Кабулов продолжает управлять ГУЛАГом, но число заключенных растет, а производительность труда падает. Кабулов не справляется, и Берия начинает искать ему замену. Однако до падения Берии Кабулов остается на своем посту. Владимирский продолжает вести следствие, но его методы вызывают все больше вопросов. Начинаются проверки. Мешек остается заместителем Берии, курирует следственные органы и активно участвует в фабрикации дел против Абакумова и Рюмина. Вот здесь кроется ключевая интрига. В 1946 году Сталин фактически разделяет сферы влияния. МГБ уходит из-под контроля Берии, что ослабляет его позиции. И Берия начинает играть на опережение. Он использует Абакумова, чтобы ослабить Меркулова, но в итоге Абакумов становится самостоятельной фигурой, и Берия вынужден бороться уже с ним. Это борьба за власть внутри силового блока, которая в итоге привела к падению всех. И вот парадокс. Берия уничтожает одного своего человека, чтобы спасти себя. Но через 7 лет судьба сыграет с ним злую шутку. В 1953 году Хрущев уничтожит Берию точно так же, как Берия уничтожал своих соратников, используя его же методы, возможно, под давлением. Атомный проект становится главной задачей Берии. Он получает от Сталина карт-бланш. Его команда переключается на новое направление. Меркулов добывает секретные материалы о американской бомбе. Его агенты работают в США, Великобритании, Канаде. Как свидетельствует письмо Меркулова Берии от 17 августа 1945 года, он регулярно докладывал о ходе разведки по атомной проблематике. Они передают информацию, которая позволяет советским ученым избежать ошибок. Это действительно был вклад разведки, которым руководил Меркулов. Деканозов организует доставку оборудования и специалистов из Германии. Он ведет переговоры с немецкими учеными, уговаривает их работать на СССР. Его дипломатический опыт здесь пригодился, но он не был главным организатором, скорее одним из звеньев. Гаглидзе обеспечивает безопасность проекта. Он проверяет всех участников, выявляет шпионов. Его работа невидима, но без нее проект был бы обречен. Кабулов обеспечивает трудовой ресурс. Заключенные строят города, заводы, полигоны. Это было частью его обычных обязанностей по ГУЛАГу, и он не был личным строителем атомного города. Владимирский ведет следствие по делу ученых. Он проверяет всех, кто имеет доступ к секретной информации. Его задача – не допустить утечек, но и здесь он действовал как рядовой следователь, а не как главный куратор. Мешек занимался обеспечением режима секретности в военных частях, задействованных в проекте. Таким образом, атомный проект стал общей задачей, но Берия был единым руководителем, а его подчиненные выполняли свои ведомственные функции. Без них проект бы затянулся, но их роль не стоит преувеличивать. 29 августа 1949 года. Семипалатинский полигон. Испытание первой советской атомной бомбы. Берия стоит в штабе. Его команда там.
рядом. И никто из них не знает, что через 4 года их всех расстреляют. Но вот интересный поворот. В день испытания, по свидетельствам очевидцев, Берия не смотрел на взрыв, а наблюдал за подчиненными. Возможно, он чувствовал триумф, а возможно, он уже тогда понимал, что эта победа станет последней для многих из них. В 1951 году начинается разрушение команды Берии. Гаглидзе сплавляют в Узбекистан. Берия пытается его защитить, но терпит неудачу. Гаглидзе уезжает. Он работает в Узбекистане, но Берия помнит о нем. Он знает, Гаглидзе нужен ему в Москве. Меркулова отправляют на должность директора Института иностранной литературы. Это понижение. Берия не может его защитить. Меркулов уходит в тень. Кабулов остается, но его позиции ослаблены. Он становится запасным вариантом. Если Берии понадобится устранить конкурента, он использует Кабулова. Владимирский продолжает работу, но его методы вызывают вопросы. В 1952 году его отстраняют от дел. Деканозов остается в Москве. Но в 1952 году его отправляют в Тбилиси, в МВД Грузии. Он знает, это не повышение. Мешек остается в Москве, но его полномочия постепенно урезаются. Команда распадается. Но Берия все еще верит, что сможет ее восстановить. Он не знает, что времени у него почти не осталось. И вот важный момент. Разрушение команды происходит не случайно. Это результат системной борьбы за власть в Кремле. Сталин стареет. Его соратники начинают делить наследство. Берия – самый сильный претендент. Поэтому его ослабляют. Его команду разбивают. Его людей разбрасывают по стране. И когда в 1953 году Сталин умрет, Берия окажется один, среди врагов. Без поддержки, без друзей. Только с портфелем, полным компромата. Но компромат не спасет его от пули. 26 июня 1953 года. Заседание Президиума ЦК в Кремле. Мы уже рассказывали об этой сцене в прошлом выпуске. Когда Берия, уверенный в своей непобедимости, вошел в кабинет Маленкова и через час вышел оттуда уже арестованным. Но тогда мы говорили о том, что чувствовал он. Сегодня мы посмотрим на это с другой стороны. С той, где его люди, разбросанные по стране, еще не знают, что их босс сидит в подвале, а их собственные имена уже вписаны в ордера на арест. Пока в Кремле гремел скандал, в Москву уже вошли танки. На всякий случай, если кто-то из сторонников Берии решит вмешаться. Его кабинет на Малой Никитской обыскивали сверху донизу, выворачивая бумаги и сейфы. А по всей стране от Берлина до Тбилиси закрутилась машина арестов. В ту самую минуту, когда Жуков объявил Берии «Вы арестованы», его команда еще завтракала, работала, планировала встречи, не подозревая, что их будущее уже решено без них. А теперь по порядку. Гаглидзе в Берлине. Он узнает об аресте Берии через несколько дней. Его арестовывают там же. Меркулов в Москве. Его арестовывают одновременно с Берией. Он не сопротивляется. Деканозов в Тбилиси. Его арестовывают через день. Он не верит, что это произошло. Кабулов в Москве. Его арестовывают на рабочем месте. Владимирский в Москве. Его арестовывают на рабочем месте. Мешек пытается бежать в Тбилиси, но его задерживают и доставляют в Москву. Всего по делу Берии проходит 7 человек. Сам Берия, Гаглидзе, Меркулов, Деканозов, Кабулов, Владимирский и Мешек. Их судят в декабре 1953 года. Всех, кроме Берии, расстреливают 23 декабря, в один день, в подвале здания на Таганке. Берию расстреляли несколькими часами раньше, по разным версиям, либо первым, либо отдельно. Тела кремируют в крематории Донского кладбища, праха не осталось. Имущество конфискуют, семьи отправляют за Урал. На суде подсудимые вели себя по-разному. Владимирский заявил о незаконности процесса. Меркулов проклинал день встречи с Берией, другие признавали вину. Однако, как записано в докладе прокурора, все они были ознакомлены с материалами дела в 39 томах, и лишь некоторые заявили несущественные ходатайства. Никто из них не пытался переложить всю ответственность на Берию, хотя показания давали, возможно, под давлением. Это можно интерпретировать по-разному. Либо они действительно не хотели предавать своего патрона,
либо понимали, что любое предательство не спасет, и выбрали молчание как единственный способ сохранить остатки достоинства. Историки склоняются ко второй версии. В системе, где все решает страх, любое слово может быть использовано против тебя же. Почему они молчали? Возможно, потому что Берия научил их одному правилу. Если ты предал однажды, ты предашь снова. И те, кто принимает предательство, никогда не доверят тебе до конца. А может быть, все проще. Они действительно верили в него, в человека, который вытащил их из нищеты, дал им власть, сделал их теми, кем они стали. Но доказательств этой веры нет, и она остается лишь предположением. Вопрос о том, почему команда не попыталась спасти Берию и почему на суде они не вступили в открытую борьбу, остается открытым. На допросах они давали показания, но эти показания были получены, возможно, под давлением. На суде Владимирский заявил, что процесс незаконен. Меркулов проклинал день своей встречи с Берией. Но никто из них не просил пощады. Никто не умолял о помиловании. Они приняли смерть, как принимали приказы, молча. У Бериевской семерки была одна особенность. Большинство из них были выходцами с Кавказа, грузины, армяне, русский Владимирский считался пришлым. Все они вышли из нищеты и были обязаны карьерой Берии. Он дал им власть. И они заплатили за нее жизнью. Сегодня их имена почти забыты. В учебниках истории их нет. В популярных фильмах они не появляются. Но без них история Берии была бы неполной. Они были его командой, его опорой, его оружием. Они делали грязную работу, которую Берия не хотел делать сам. Они брали на себя ответственность, которую он не хотел нести. Они были его щитом и его мечом. Но давайте посмотрим на это под другим углом. Что, если их молчание на суде – это не верность, а высший пилотаж системы страха? Что, если они знали, любое сказанное слово будет использовано против них самих, против их семей, против их памяти? В мире, где ты сам десятки лет фабриковал дела, ты прекрасно понимаешь, что правда не имеет значения. Есть только версия, которая выгодна победителю. И они, как никто другой, знали это. А теперь представьте себе другую картину. 1990 год. В одном из архивов КГБ находят папку с делом Берии. Внутри показания Гаглидзе, Меркулова, Деканозова, Кубулова, Владимирского, Мешика. Их подписи, их слова, их признания. Но когда эксперты проверяют документы, они находят странность. По некоторым данным подписи подлинные, но даты не совпадают. Кто-то подписал бумаги задним числом, кто-то заставил их признаться в том, чего они не делали, возможно, под давлением. Однако эти данные не являются окончательно подтвержденными. Архивы до сих пор не полностью рассекречены, и историки спорят о степени фальсификации. И возникает вопрос, если их показания были сфальсифицированы, может быть и само дело было сфальсифицировано? Может быть, Берия и его команда стали жертвами политических интриг, а не справедливого суда? Это одна из версий, но она остается гипотезой, не имеющей официального подтверждения. Мы никогда не узнаем всей правды. Потому что правда осталась в тех папках, в тех подвалах, в тех кабинетах, где вершилась история и где вершилась судьба 7 человек, которые слишком много знали. Но одно мы можем сказать с уверенностью. Они были частью системы, которую сами помогли создать. И эта система поглотила их. А теперь задумайтесь, если бы вы оказались на их месте, в комнате, где решается ваша судьба и где каждое ваше слово может стать приговором, заговорили бы вы? Или предпочли бы молчать, как они? Ответ на этот вопрос, возможно, страшнее любой истории о Берии. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не потеряться в лабиринтах истории, и жмите на колокольчик, мы уже готовим новый выпуск. И не забудьте заглянуть в комментарии и присоединяйтесь к дискуссии. А мы прощаемся с вами до следующего выпуска.